Знаете ли вы, какие животные могут исчезнуть с лица Земли уже в ближайшие годы? Какие существа скрываются в дикой природе, о которых мало кто знает? И есть ли шанс спасти их? В этом видео вы увидите самые редкие и загадочные виды планеты, такие как панголины, окапи, кагу, а также узнаете, почему они оказались на грани исчезновения и что нужно сделать, чтобы сохранить их для будущих поколений. Панголины – необычные и загадочные существа, покрытые крепкой чешуей, которая защищает их от хищников. Эта чешуя делает панголинов похожими на живые доспехи. Однако именно она и стала причиной их бед. В Китае и Вьетнаме панголины считаются деликатесом, а чешуя используется в традиционной медицине, так как многие верят в ее целебные свойства. Это привело к тому, что все 4 азиатских вида панголинов оказались под угрозой исчезновения. Но ситуация становится еще тревожнее. Ученые предупреждают, что 4 африканских вида панголинов также стремительно приближаются к статусу исчезающих. Эти маленькие создания весят от 4,5 до 27 килограммов и могут достигать длины от 30 до 88 сантиметров. Панголины питаются исключительно муравьями и термитами, используя для этого свой длинный липкий язык, который помогает добывать пищу даже из самых труднодоступных мест. Популяция панголинов в дикой природе стремительно сокращается. Браконьерство и незаконная торговля ставят под угрозу их существование. В настоящее время ученые и экологи бьют тревогу, отмечая, что массовое истребление этих животных может привести к их полному исчезновению. Без вмешательства и мер по защите панголинов они могут стать очередным видом, навсегда утраченным из-за деятельности человека. Белые олени Сенека – это чрезвычайно редкий и уникальный вид оленей, отличающийся лейцизмом, особенностью, при которой животные имеют белую окраску, но сохраняют карие глаза, в отличие от полностью белых альбиносов. Эти олени обитают исключительно на территории бывшего армейского склада Сенека в штате Нью-Йорк, США. Это охраняемое пространство было специально создано, чтобы защитить их от хищников и сохранить редкую популяцию, которая сейчас насчитывает примерно 300 особей. Здесь они свободно перемещаются и находятся в безопасности, а люди могут наблюдать за ними в их естественной среде. Белые олени Сенека – животные среднего размера. Их масса варьируется от 45 до 68 килограммов, а длина тела составляет от 95 до 220 сантиметров. Они питаются растительной пищей, включая траву, листья, ягоды, почки и кору деревьев, что позволяет им получать все необходимые питательные вещества для поддержания энергии и здоровья. Сохранение этих редких животных – важная задача, так как их количество ограничено, и любая угроза может значительно повлиять на численность популяции. Благодаря усилиям по охране природы и контролю за их средой обитания, белые олени Сенека продолжают оставаться символом редкости и естественной красоты, привлекая внимание экологов, ученых и любителей дикой природы. Хоботковая собачка, обитающая в лесу Бони-Додори в Кении, одно из самых необычных животных, привлекающих внимание своим внешним видом. С телом, похожим на мышиное, и головой, напоминающей миниатюрного муравьеда, этот маленький зверек вызывает интерес ученых и любителей дикой природы. Однако из-за активной вырубки лесов и разрушения среды обитания численность хоботковых собачек резко сократилась. Сегодня этот вид находится на грани исчезновения и требует срочных мер по защите. В мире еще можно найти около 13 тысяч хоботковых собачек, представляющих 19 различных подвидов. Однако численность их сильно варьируется в зависимости от региона. Например, в таких местах, как национальный памятник руины Геде, популяция составляет всего около 20 особей. Эти животные весят около 500 граммов и имеют длину тела от 22 до 30 сантиметров. Основу их рациона составляют насекомые, моллюски и мелкие позвоночные животные. В лесу Бони-Додори плотность популяции составляет от 19 до 49 особей на 1 квадратный километр, что подчеркивает необходимость сохранения их среды обитания и принятия мер по защите этой редкой и удивительной землеройки. Северный шерстоносный вомбат – удивительное и редчайшее животное, которое выделяется среди других представителей своего рода своей мягкой, густой шерстью и выдающимся носом. Эти вомбаты известны своим необычным образом жизни и повадками. Они обитают только в одном регионе на планете – в Квинсленде, Австралия, и их численность настолько мала, что каждый представитель играет важную роль в сохранении вида. На сегодняшний день в дикой природе осталось всего около 115 особей, что делает северного шерстоносного вомбата одним из самых редких животных в мире. Эти существа
обладают уникальными особенностями. Из-за своего поразительно слабого зрения вомбаты вынуждены полагаться на свой развитый нюх и чувствительный нос, который помогает им находить пищу в условиях низкой освещенности. Рацион северного шерстоносного вомбата состоит из травы и листвы, что делает его типичным травоядным животным. Они отличаются умением создавать обширные системы нор, которые служат им не только укрытием, но и защищают их от жары и хищников. Именно за эту особенность северный шерстоносный вомбат считается крупнейшим роющим травоядным животным в мире. Размеры этих милых зверьков впечатляют. Они могут достигать массы тела около 30 килограммов и длины до 1 метра. Несмотря на их относительно большую массу, вомбаты ведут скрытный образ жизни, что делает их редкими для наблюдения даже в условиях их естественной среды обитания. К сожалению, из-за утраты среды обитания, вызванной человеческой деятельностью и различных природных угроз, численность этих животных продолжает сокращаться. Эти факторы подчеркивают важность усилий по сохранению и защите северного шерстоносного вомбата. Программы по охране этого редкого вида направлены на предотвращение их исчезновения и поддержание стабильной численности популяции. Саола – одно из самых редких и таинственных животных на планете. Эти удивительные создания были открыты сравнительно недавно, в конце 20 века, на северо-западе Вьетнама. Внешне саолы напоминают антилоп, но их предками являются буйволы, яки и бизоны, что делает их уникальными среди других видов полорогих. Одной из самых заметных особенностей саолы являются их длинные, почти прямые рога, достигающие 50 сантиметров. Саолы обитают в густых горных лесах, где ведут скрытный и малозаметный образ жизни. Они питаются в основном травой и другими растительными кормами, что делает их типичными травоядными животными. Масса тела саолы достигает 100 килограммов, а длина тела – до 180 сантиметров. Несмотря на их сравнительно внушительные размеры, встретить их в дикой природе крайне сложно, и о поведении и привычках этих животных известно очень мало. Печальная статистика говорит о том, что численность популяции саол крайне мала. В дикой природе их осталось не больше 100 особей. Попытки содержать саол в неволе закончились неудачно. Все 13 особей, которые находились в неволе, скончались вскоре после пленения. Это подчеркивает хрупкость их вида и сложность их содержания в искусственных условиях. Сегодня саолы находятся под строгой охраной и имеют статус критически угрожаемых животных. Охранные мероприятия направлены на сохранение их природной среды обитания и защиту от браконьеров, чтобы предотвратить полное исчезновение этого редкого вида. Окапи – удивительное животное, которое на первый взгляд кажется плодом детской фантазии. С ногами, похожими на зебряные, телом, напоминающим лошадь, и головой, схожей с жирафьей, окапи действительно выглядит как персонаж из сказки. Тем не менее, эти животные реально существуют и обитают в густых лесах Демократической Республики Конго, в самом сердце Африки. Окапи ведут уединенный и скрытный образ жизни, что делает их одними из самых загадочных животных в мире. Первая их фотография, сделанная с помощью фотоловушки, появилась лишь в 2008 году. История открытия окапи весьма необычна. Путешественник Гарри Джонстон, приехавший в регион, обнаружил, что местные племена пигмеев не удивляются его лошади. Племена рассказали о окапи и даже преподнесли Джонстону шкуру животного. Шкура была отправлена в Лондон, где специалисты изучили ее и определили, что это новый, ранее неизвестный вид. Окапи весят около 250 килограммов, а длина их тела достигает 2,1 метра. Эти животные питаются преимущественно древесной листвой, что является основным источником их питания в тропических лесах. Несмотря на кажущуюся стабильность, численность окапи оценивается в диапазоне от 35 до 50 тысяч особей, и их популяция находится под угрозой из-за разрушения среды обитания и браконьерства. Защита окапи имеет важное значение для сохранения биоразнообразия Конго и поддержания экологического баланса в этом регионе. Кагу – удивительная птица, которую можно встретить только в лесах Новой Каледонии. Местные жители называют ее призраком леса за ее серый окрас и способность беззвучно передвигаться. Кагу не умеют летать, но это не мешает им быть великолепными охотниками и защитниками своей территории. Они раскрывают крылья, демонстрируя их яркие узоры, и угрожающе нахохливаются, что делает их довольно внушительными. Эти птицы имеют ярко-оранжевые ноги и клюв, которые привлекают внимание, а их хохолок на голове делает внешний вид кагу неповторимым. Их взгляд направлен вперед,
что выделяет их среди других птиц с более боковым зрением. Такая особенность помогает им внимательно наблюдать за окружением и защищать себя и свое потомство. Интересно, что кагу живут парами и заботятся друг о друге, проявляя трогательную привязанность. Это качество, возможно, и помогло им сохранить вид до наших дней, несмотря на угрозу исчезновения. Их популяция насчитывает менее 800 особей, и сохранение этих птиц требует особого внимания и усилий. С массой тела от 700 граммов до 1,2 килограммов и длиной около 55 сантиметров, кагу питаются различными мелкими существами, червями, улитками и ящерицами, что позволяет им оставаться активными охотниками в лесу. Медновский песец – удивительный и редкий подвид песцов, живущий только на Медном острове, одном из Командорских островов на Дальнем Востоке России. Эти животные имеют характерный облик, схожий с лисицами. Густой мех, который помогает им выживать в суровом климате, и острые ушки. Их шерсть густая и теплая, что позволяет легко переносить холодные зимы и ветры острова. Песцы предпочитают жить в расщелинах камней, создавая себе уютные укрытия и защищаясь от суровой погоды. История популяции медновского песца драматична. В конце 20 века их численность стремительно уменьшилась из-за вспышек паразитарных заболеваний, унцинариоза и ушной чесотки. Эти болезни ослабили и сократили поголовье, поставив под угрозу выживание всего подвида. Мало кто знает, что численность медновских песцов никогда не была большой, но эпидемии и внешние факторы сделали ситуацию критической. Медновский песец имеет массу тела от 6,1 до 8,1 килограмма и длину тела от 60 до 73 сантиметров. Рацион этих животных включает туши морских обитателей, таких как тюлени, а также птиц и их яйца. Пищевые привычки песцов помогают им эффективно использовать ресурсы своего острова, выживая даже в условиях недостатка пищи. Сегодня численность медновского песца оценивается менее чем в 100 особей, что делает их одним из самых уязвимых и редких представителей животного мира. Ученые и природоохранные организации активно работают над их защитой, чтобы сохранить этот уникальный подвид и дать ему шанс на выживание. Яванский носорог – одно из самых редких и таинственных млекопитающих среди крупных представителей животного мира. Эти носороги обитают на западной части острова Ява в Индонезии, что объясняет их название. В прошлом ареал распространения этого вида был намного шире, но со временем он значительно сократился. Причиной тому стало не только исчезновение яванских тигров, которые некогда охотились на носорогов, но и деятельность браконьеров. Именно из-за этого яванские носороги так недоверчиво относятся к людям. Они предпочитают избегать контактов с человеком, а при необходимости могут проявить агрессию, если кто-то зайдет на их территорию. В прошлом яванские носороги встречались и во Вьетнаме, но последний известный носорог на этой территории исчез в 2011 году. Сегодня ученые прикладывают все усилия для сохранения оставшихся представителей вида, пытаясь предотвратить их вымирание и обеспечить условия, в которых они смогут жить и размножаться. Масса тела яванских носорогов варьируется от 900 до 2300 килограммов, но точные данные затруднительны, так как их не ловят для взвешивания. В длину они достигают около 3 метров. Рацион этих животных состоит из кустарников, молодых деревьев, их листьев, побегов и упавших плодов. На сегодняшний день популяция яванских носорогов составляет не более 60 особей, что делает их одним из самых уязвимых и редких видов на планете. Эти удивительные животные показывают нам, насколько хрупка природа и как важна наша забота о ней. Каждый из описанных видов – это история о борьбе за выживание, адаптации и невероятной силе жизни, которая, несмотря на все преграды, продолжает гореть. Надеюсь, это видео показало вам, насколько разнообразен и удивителен наш мир, и вдохновило на бережное отношение к природе. Помните, каждый из нас может внести вклад в сохранение этого наследия. Надеюсь, из этого видео вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе. Спасибо за просмотр и до новых встреч!